какая-то вишенка, какой-то пироженка, ради которого все приходили к нам на сайт. И вот главное, чтобы мы не просто делаем микросервисы, мы делаем уже микроплатформы на и ChatGPT, GPT-чат. Всем привет, давно не виделись, и самое время обсудить тренды. Кругом все говорят про тренды, и после Нового года каждый желающий решил записать что-то про тренды. И это как всегда, ChatGPT, нейронные сети все изменят, мы все потеряем работу. Уходите с работы, ChatGPT, OpenAI, ChatGPT, GPT-чат, нейронные сети. Вот и все, что я узнал про тренды, смотря видосы других блогеров. А сегодня я хочу рассказать что-то более интересное. Я решил зайти на Gartner Peer Insight. Это ребята, это не тот Гарнер, который в фильме «В погоне за счастьем», Уилл Смит, который заработал много денег. Вот, это Gartner Hype Cycle. Это ребята, которые проводят исследования для крупных компаний, для того, чтобы предсказать, скажем, следующий год, следующие 5 лет, 15 лет они отслеживают и продают аналитику. Так вот, в чем идея? Идея в том, что большие компании с большим баблом определяют, как мы будем жить в следующем году в мире и все такое. И я подумал, окей, Google, Microsoft, божечки, упаси его, OpenAI, даже Илон Маск, красавчик и молодец, они все имеют какое-то свое видение и конкурируют друг с другом. А мы, как маленькие разработчики, можем подумать, а куда мы можем засунуть свой маленький монолитный сервис и заработать, и тоже не остаться без дела. Короче, большие компании задают тренды, и давайте попробуем за ними последить. Обращаю внимание, большие компании. Это не те ребята, которые делают Boston Dynamics, роботы, и роботы нас всех заменят, Skynet и все такое. Это, я говорю, хочу рассказать немножко про другое. Хочу рассказать именно про технологии, софтвер, сайты. Вот. Про роботов в другой раз, если будет интересно, поставите лайки. Вот. Соберем 1 миллион лайков. Тогда, может, расскажу про роботов. Потому что про роботов можно бесконечно рассказывать. Смотрите, вот Яндекс робот-доставщик, да, например, возит еду. Но это же все еще не Skynet, он все еще не заменит человека с рюкзаком, который просто весело принесет вам пиццу. Пока этот робот доедет, пицца, скорее всего, уже будет не очень. Или же ребята с дронами, которые делают классные охранные сервисы и так далее, которые решают много всяких проблем. Они много лет на рынке, у них миллионы миллионов и так далее, и так далее. Или аппараты, которые красят ногти, роботы, кругом одни роботы. Роботы уже готовят еду, да. В любом случае, это требует огромной кучи денег для того, чтобы что-то стартануть. Просто нужно вот так много денег. Надо быть целиком в деньгах. Просто быть человеком, состоящим из денег, чтобы вот к этому всему пирогу прицепиться. Но мы же занимаемся софтом, мы же программисты, инженеры, делаем классные штуки, разрабатываем программы. Это не про нас. То, что можно узнать у Гарнера, это, например, как большие компании хотят оптимизировать себя, куда они хотят расти, каким образом, и какие прорывные технологии в вебе и интернете они хотят внедрить. Вот об этом мы можем поговорить, и это более-менее приземленно, это не какое-то невероятное будущее, где роботы будут бегать на заводах, делать сальто и танцевать джигу. Потому что, повторюсь, наша задача понимать, куда это все идет, именно с точки зрения софта и сервисов, чтобы успеть свой какой-то маленький сервис где-то написать и на этом тоже немножко заработать. Погнали! Друзья, раз уж мы заговорили сегодня о трендах, то пора не отставать от всех и, наконец, начать обучение фронтенду. Кстати, с этим вам может помочь специализированная платформа для обучения программированию Hexlet. Классно то, что основатели, действующие разработчики и авторы курсов обучают новичков, действующих разработчиков по собственной методике уже более 10 лет. Обучение состоит из 2 частей: автоматизированное. Сюда входит вся теория, практика, проекты, которые проверяются автоматически и что позволяет двигаться вперед быстро и не ждать, пока кто-то посмотрит ваше задание. И ручное. Сюда входит команда сопровождения, состоящая из кураторов и наставников, и поддержки, которые сделают процесс
процесс обучения понятным и эффективным. Они проверяют домашние задания, проекты и помогают довести их до нужного качества. А карьерный трек непрерывно взаимодействует с компаниями и партнерами, которые обеспечивают студентов гарантированным собеседованиями и последующими трудоустройствами. Вообще-то 74% выпускников находят работу после обучения. Начать можно уже сейчас. Ребята предоставляют 5 бесплатных вводных курсов в профессию фронтенд-разработчик с практикой в онлайн-тренажере. А пройдя 10 бесплатных уроков, можно получить скидку в 10%. Так что оставляю ссылочку на Hexlet в описании, а мы продолжаем. Если говорить про оптимизацию, то первый из больших трендов – это Customer Experience. Представьте, вы Google, у вас большой сайт, у вас там миллиарды пользователей в месяц заходят и что-то ищут. И если вы достаточно большие, например, как Booking или что у нас еще есть большое, Aviasales и так далее, ваша задача удерживать пользователя, давать им еще больше возможности. А каким образом мы можем добиться? Добавляя пользовательский опыт. Это, например, уменьшение простоя или падение сервисов. Да? Нам каждый даунтайм наших сервисов – это потеря в деньгах. Поэтому сервисы для автоматизированного аудита, тестирования программ, АИ-тестирования, внедрения всякого рода систем, повышающей устойчивость нашей программы и внедрение новых сервисов. Да, например, как Google уже Википедию встроил в себя, а сейчас, например, нейронные сети добавят. Так вот, нам надо автоматически проверить весь наш код, все наши тесты. Чем больше автоматизации в этом процессе проверок и безопасности, тем с большей вероятностью сервис будет отказоустойчивым, проработает больше, и мы получим прекрасный, невероятный пользовательский опыт и продолжим пользоваться сайтами больших компаний. Вот. В этом всем появляется новая профессия, такая вот как сайт Reliability Engineering. Это направление, которое как раз направлено на то, чтобы уже текущую аудиторию, например, как у Facebook, 2 миллиарда там плюс пользователей, или у Телеграма там миллионов, сколько у них там, под миллиард пользователей. Так вот, самое главное, чтобы эти пользователи никуда не уходили, оставались, retention. Вот. А это значит, нам надо уменьшать риски того, что что-то пойдет не так, и люди уйдут почему-то. Копировать максимально много всего у других сервисов, отлично быстро это все внедрять. И при вот этой всей скорости копирования и внедрения мы должны снижать наши риски. А это мы приходим в user experience. То есть у нас был какая-то вишенка, какой-то пироженка, ради которого все приходили к нам на сайт. И вот главное, чтобы сам цимус и сама вишенка не пропала, пока мы будем бесконечно копировать и внедрять штуки из других сервисов. Нам нужен retention. И для того, чтобы этот retention как-то был в фокусе внимания, есть целое направление, отдельные разработчики, отдельные люди, которые сейчас будут пользоваться все большим и большим спросом. Потому что трафика уже много. Да? Нам не надо захватывать мир, стартаперская история. Мы уже большие слоны и хотим продолжать кушать много травы. Вот. Третий тренд в оптимизациях – это все, что называется smart. Теперь мы не просто делаем сервисы, мы не просто делаем крутые программы, мы не просто кодим ручками и программируем, мы теперь очень умны. Мы умные во всем. За счет чего мы умные? За счет того, что мы можем не просто предугадывать, да, мы насобирали большой датасет, и теперь мы предугадываем в будущем, что произойдет, как будут вести себя пользователи, что они хотят, чего они не хотят и так далее. Мы хотим делать observability, мы хотим следить за пользователем в реальном времени, и маленькие изменения, например, каждую неделю, каждый вторник, мы проверяем и подгоняем. И мы делаем маленькие прогнозы, например, на следующие, там, условно, час, 2 дня, 3 дня. Мы не делаем прогнозы на месяцы. Observability. Мы следим в реал-тайме за пользователем и делаем какие-то решения, хуки, триггеры на основании его поведения здесь и сейчас. А это позволяет нам снижать цены и уменьшать риски. Дешевый сервис по крутой цене, с ними становится тяжело конкурировать. Это хорошая фишка для больших компаний. Это все приводит к тому, что
мы делаем трекшн поведения пользователя. И это очень хорошо видно на большом количестве увольнений в Гугле или в других больших IT-компаниях. Все, что называется скоринг. У нашего пользователя есть какой-то скоринг. И этот скоринг либо выше, либо ниже. И на основании этого мы можем сделать некоторое решение. То есть как это выглядит? У нас есть observability наблюдение, у нас есть данные, основанные на этом наблюдении, которыми мы, как программисты, я, программист, могу пользоваться. И в зависимости от этого я принимаю те или иные решения и отправляю те или иные запросики. Вот. А это приводит к пустым офисам в Нью-Йорке, потому что люди нам теперь в таком большом количестве не нужны, какие-то там бизнес-аналитики, продажники. Вот. Мы их всех сокращаем, увольняем, и вот, например, за последние 18 дней, начиная с 2023 года, уже уволили 26 тысяч человек, потому что их заменили просто скриптами. Вот. За это ответственны 104 компании. Не только Google, не только Amazon, про которые все уже успели написать в интернете, а 104 компании. В том числе и крупные корпорации. При сокращении таких темпов на улице могут остаться еще следующие 450 тысяч человек. Что в целом неплохо, ведь за весь прошлый 2022 год на улице оказалось 154 тысячи человек. И это только Америка. Вот, полетели дальше. При всем при этом крупные компании продолжают становиться еще более крупными, поэтому мы за ними и следим здесь и сейчас. Вот. Все хотят делать и предугадывать решения. И поэтому появляются сервисы мониторинга за мониторингом. Да? То есть сервисы наблюдения за наблюдающими сервисами. И это позволяет нам еще больше автоматизировать и без того автоматизированные большие штуки. Еще автоматизация приводит к тому, что мы можем делать проверки с помощью AI-моделей на уязвимость. Представьте, что в оптимизации я использую ChatGPT. Вот я взял ChatGPT и встроил свой какой-нибудь продукт, например, поисковик. Вот. И теперь выходит новая версия ChatGPT 4.0, и я не могу понять, мой сервис теперь качественно работает, он отвалится. Нейронная сеть, она стабильна, она будет снова и снова давать хорошие результаты или плохие. До наших дней никому не важно было, как нейронная сеть работает, потому что это была маленькая фишечка, это может быть 4% всего продукта. Но на сегодняшний день большинство продуктов становится 50% это нейронные сети или 100%. Весь продукт это только нейронные сети и все. И вот, я качаю новую версию нейронной сети, как мне узнать, что сам апдейт новой сети, сама модель, она корректная, или данные, на которых она тренировалась, корректные. Я не знаю, я целиком доверяюсь, я вообще ничего не контролирую. Для меня нейронная сеть — это черный ящик. Тренд этого года то, чтобы сами нейронные сети, самый результат каким-то образом аудировать автоматически и говорить: так, тут у нас много уязвимостей, здесь у нас какие-то проблемы, здесь что-то пошло не так. И весь этот open source моделей и датасетов как-то нормализировать какими-то правилами и стандартами, чтобы можно было бесконечно прокачивать ИИ. Вот. Это все называется тризм, AI-тризм. Так что ждем, радуемся, кайфуем. Под это все куча сервисов, например, Vertex AI от Гугла, Gradient, сервис, который позволяет коллаборативно разрабатывать машин learning, вести процессы командной разработки и видеть, как тестируются, какие части модели тестируются, что, куда и зачем. А Gradient — классная штука, мне очень понравилась, особенно с точки зрения работы с моделями и датасетами. Я хоть и не занимаюсь обучением моделей, но думаю, что это крутая штука. Еще из интересных мне понравилось, например, в таком же ключе Camunda. Camunda — сервис, который позволяет выстраивать процессы, где с большего по нашему DataFlow выстраивается целый программный продукт, и можно последить, как данные ходят. То, чего очень сильно не хватает в реальных продуктах, которые мы пишем ручками. Поэтому, программисты, задумайтесь, а не автоматизируют ли нас в следующем году. Вот. Это что касается оптимизации. Давайте сейчас сделаем паузу, попьем кофе,
А потом вернемся и начнем говорить про масштабирование. А вот и масштабирование. Что в этом году нас ждет? Во-первых, появился классный новый тренд. Помните, SaaS-продукты, облачные решения, PSaaS, iSaaS и так далее. Куча всяких SaaS-ов, которые в облаках и позволяют делать какие-то облачные вычисления. Тренд этого года, что мы уже наелись облачных вычислений, и рынку нужно что-то другое. Люди хотят облачный бизнес. Вертикально интегрированные между собой сервисы, которые решают именно бизнес-задачу. То есть я прихожу и говорю, а мне нужно, пожалуйста, заверните, я хочу поисковик, вот я хочу социальную сеть, и потом дальше что-нибудь сам прикручу. Я хочу, как GetCourse, там курсы сделать. Я хочу какой-то процесс полностью автоматизированный. Кофейню открыть, компьютерный клуб, еще что-нибудь. Любой бизнес. Вот я хочу вот прям получать полное решение. Не хочу маленькие модули и между ними все настраивать. И это называется Industrial Cloud Platforms. И в этом году их активно будут внедрять и разрабатывать под какие-то ниши. Не все ниши, а какие-то самые популярные. Так что, если вы вдруг самые популярные ниши, смотрите, какой-то продукт может вас полностью снести. Так что это как потребность. Зачем мне делать долго, разрабатывать процессы, что-то с чем-то связывать, вести Airtable и как-то что-то делать, когда я хочу конкретное решение задачи в своем домене, не хочу ничего настраивать, и готов за это заплатить дополнительно сверху большую котлету денег. Под это все очень неплохо ложатся сервисы работы с метаданными. К примеру, мы сейчас из-за такого большого вертикального количества интеграций, это же представьте, какой слоеный пирог различных сервисов, мы слабо представляем, какие данные ходят между сервисами, чем мы можем пользоваться, как нам строить аналитику, потому что мы очень быстро раскатываем очень-очень большого слона. Мы не знаем, как у него кровеносная система работает, где у него сердце, где какие ноги, постриг ли он ногти. Вот. А это нам все нужно. И под это все тут растет большое количество сервисов, основанных на метаданных, которые позволяют анализировать, что у нас там внутри происходит. Поэтому всему есть и поиск, а также идет все еще улучшение систем доставки, потому что CI/CD на GitLab или GitHub это, возможно, не самое современное лучшее решение, и есть решения попроще и получше. Например, Keptn позволяет в целом развернуть свою CI/CD платформу и, возможно, решить очень много задач, связанных вот с таким лайфсайклом очень больших слоеных пирогов. Вот. Под это все появляются также новые такие направления в разработке и так называемые специалисты. Помните, у нас были девопсы, дата-инженеры, потом у нас были инжиниринг-менеджеры, потом у нас были фронтендеры, верстальщики. Мы по-разному называем разработчиков, но это все еще разработчик. Так вот, следующим виточком в названиях разработчиков я бы назвал Platform Engineering. Это инженер, который делает сразу платформы. Такой чувак приходит, такой, сейчас мы вам тут сделаем сервис, мы Apple сделаем. Ну, у нас будут телефоны, там, короче, ноутбуки, бахнем что-то, все будет максимально вертикально интегрировано. Вот. Задача платформ-инженера делать переиспользуемые инструменты, самодостаточные сервисы, которые могут автоматически расширять инфраструктуру и вообще работать независимо от размеров, потому что они утилизированы и могут бесконечно масштабироваться и настраиваться под задачу. То есть при всем при этом это утилитки, которые могут масштабироваться. Да? То есть мы не просто делаем микросервисы, мы делаем уже микроплатформы, которые можно куда-то развернуть. Как бонус для юзера это стандартизированный инструмент. То есть у него есть какая-то... Помните, мы вначале говорили про оптимизацию? Есть какая-то устойчивость к ошибкам, ему больше доверия, чем самописному какому-нибудь компоненту, потому что он автоматизирует часть процесса и делает это хорошо и стандартно. И в этом, например, мне понравился инструмент, который называется RedTool. Он очень хорошо ложится в этот тренд. Мы же про тренды говорим. Вот, он позволяет автоматизировать процессы
и писать все на подобном языке, на JavaScript, и получать уже практически готовую программу, вокруг которой можно что-то довертеть, докрутить, но в целом мы очень быстро получаем достаточно готовое решение, которое позволяет нам решать задачи здесь сейчас и не заниматься бесконечными разработками, тестированием и всем этим agile сайклом. Вот. Второе, мы все еще завязаны на перформанс, то есть такие штуки, даже автоматизированные большие, требуют еще большей автоматизации, еще больших скоростей работы. Например, даже Redis досталось. Его вот предложили более оптимизированный подоблачные решения инструмент, который называется Dragonflight. Большая скорость, большее количество запросов, больше юзеров, больше всего, меньше памяти, супер быстрый, супер-пупер быстрый, такой же, как Redis. Вот. Или же базы данных. Да? Вот мы помним времена, когда люди пользовались, например, Postgres или MySQL или еще какими-то старыми базами данных. Но сейчас из-за того, что мы уже делаем платформы, они в облаках, это все разносится по всей планете, нам нужны базы данных, которые под это все оптимизированы. Например, Oriental DB, Arielt DB. Так что смотрите. Или же задачи, которые раньше требовали от нас сложности, например, создание CRDT тулов, чатов, которые надо интегрировать, чтобы у нас много людей коллаборативно что-то делало, и все одновременно. Нам, как разработчикам, например, есть YJS, который позволяет это все решать, и уже заинтегрирован в большинство инструментов, и хорошо решает задачу, связанную с CRDT и реалтаймом. Так что коллаборативность во всех инструментах. Вау, 2023 год. Супер круто. Вот. Но помимо всего прочего, есть такие инструменты, которые позволяют решать маленькие рутинные задачи. Например, писать компонентики и быстро тестировать. Например, Ladly это инструмент, похожий на Storybook, только не требует писать никакого дополнительного говнокода, который нам не нужен. Можем просто быстро писать какие-то заготовочки наших компонентов и сразу их тестировать, и не заниматься там созданием отдельного компонента, отдельной тестовой страницы. Это просто быстрый и простой инструмент, намного быстрее и проще, чем Storybook. Вот. Что еще? Мы поговорили про платформы, мы проговорили про платформных инженеров. Что же нас ждет еще в трендах, связанных с масштабированием? А представьте Илона Маска, который продает свои спутниковые тарелки на корабли какие-то там, чтобы в пустыне люди подключались к интернету и так далее, и так далее. Это же все ведет нас к еще одному маленькому тренду получать пользу и профит с данных, связанных со следующего уровня беспроводными системами. Например, умный дом. Все еще, помните, есть такой тренд про умные дома. Люди закупились Яндекс.Колонками, всякими бейкон-тегами и прочим. Самое время на этом делать деньги. И сейчас появляется много способов это все использовать. Например, начиная от локации, где кто часто бывает, сколько электричества и батареи он тратит. Управление дополнительными сенсорами приводит к тому, что мы можем на этом тоже что-то придумать. Начиная просто от стационарных вещей, заканчивая треканьем локаций через радары и получение данных от новых каких-то видов транспорта. Например, машина-машина. Вот мы теперь общаемся, не просто машина едет, да, какая-нибудь Тесла, она шарит данные между другой Теслой. И мы можем налаживать коммуникацию машина-машина, машина-робот, машина-гаджет, датчик. Да? То есть мы можем строить сложные сценарии взаимодействия вашего телефона и какого-либо устройства вокруг вас. И вокруг этого делать какие-то брокасты, мультикасты и все, что делает Netflix, когда вы смотрите фильмосы. Вот. Даже Low Earth Orbit, то, что называется LEO, это то, что делает Илон Маск со своими спутниками. А также ожидается, что еще выйдут еще Ultra Low Power Wireless Systems. Так что ждем. А под это все есть уже заготовочки. То есть есть, например, Edge Impulse инструмент, который эти данные умеет уже как-то предиктить, что-то с ними делать. Например, делать
разбор и какие-то дополнительные информацию извлекать из каких-то таких платформ для часов, для всяких аудитов сна и так далее. Вот. Фух. Самые основные большие жирные тренды мы обсудили. Давайте вернемся к самым передовым, про то, что все любят говорить, про будущее. Да, то есть это очень даже настоящее было. А вот сейчас давайте поговорим про будущее. Пионеры. Пионеры, прорывные технологии, про которые в этом году вы много чего услышите, и в следующем, и еще пару лет будете слышать, это суперапы. Суперапы появились на заре Вичата. Все хотят делать Вичат. Вичат же очень круто. Китайцы же сидят в Вичате, и там есть еще Alipay и системы вокруг Алиэкспресса. В Японии и Южной Корее есть тоже свои суперапы, которые на 99% занимают весь рынок. Да? То есть неважно, что я делаю, например, в своей стране. Приложения, какие-то там сервисы, что-то связанное с Амазоном, неважно. Что угодно делаю, мне надо интегрироваться в этот суперап, иначе я ничего не получу. А суперап позволяет пользователю получить невероятный новый опыт интеграции различных сервисов между собой в одном и каком-то интерфейсе. Суперап это на самом деле не очень просто, потому что ему нужно комбинировать не просто быть маркетплейсом, то, что делает, например, Сбербанк в России, вот, а быть как бы платформой, экосистемой, на которой я, например, как разработчик, могу запускать свои приложения. И эта платформа позволяет запускать приложения каких-то левых разработчиков, публиковать их и использовать их как мини-апы. То есть это платформа, состоящая из 4 больших кусков. Давайте проговорим. Платформа, которая работает как сервис, да, продавая нам и давая доступ, например, как блокчейн. Да? То есть я написал смарт-контракт, залил куда-нибудь там в блокчейн-систему, и он там что-то выполняется, и я не заношу деньги за то, что я пользуюсь этим сервисом, и что мой там смарт-контракт барахтается. Я условно разово заплатил, и комиссия с крипты оплачивает хранение этого смарт-контракта и выполнение и так далее. Да? То же самое с суперапами. Я загрузил приложение куда-то в облако, я не плачу теперь за обслуживание этого приложения, платит суперапа за это приложение. А я только зарабатываю. Так вот, помимо всего прочего, облачных вот этих дополнительных вычислений, которые мне как разработчику достаются бесплатно, я еще получаю некоторый фронтенд фреймворк, потому что суперапы, интерфейсы должны быть одинаковые и стандартизированы. Вот. Поэтому я получаю фронтенд фреймворк, на котором могу делать мини-апы, мини-мобайл апы и так далее. И суперапа гарантирует, что оно будет использоваться везде, кросс-платформенно. Потому что, ну, у нас же есть Android, и iPhone, и, возможно, мобильный веб-сайт, и вообще веб-сайт, да, то есть вот этот вот зоопарк девайсов суперапа должна покрывать своим мегафреймворком. Это называется Multi-Experience. Multi-Experience MX позволяет использовать приложение кроссплатформенно в широком смысле кроссплатформенности. Не просто респонсивности, что мы там что-то сжимаем, а достаточно кроссплатформенно. Также это требует того, что не факт, что туда придут крутые разработчики, как мы с вами, господа. Туда должны прийти еще разработчики, которые умеют только перетягивать в браузере кнопочки, нажимать какие-то штучки и все, что связано с лоу-код программированием. Да, в первую очередь, я думаю, суперапы современности будут ориентироваться на лоу-код решения, когда в целом они дадут нам все готовое. Вот мы просто там что-то где-то посвязывали, что-то где-то по мелочи настроили и уже запустили какой-то свой сервис в суперапе. Вот. Прошли какую-нибудь регистрацию, получили какой-нибудь уникальный код налогоплательщика, и теперь мы можем работать. Вот. Но помимо всего прочего, в конце всего еще должен быть девелопер-сервис. То есть они должны давать нам, как разработчикам, возможность разрабатывать и зарабатывать. Иначе вся эта штука не выживет. Вот. И вот это вот все и есть суперапа как тренд.
это не просто создать просто очередной стор, магазин или еще что-то. Это создать платформу для бизнеса, на которой все могут соревноваться, зарабатывать, тестировать новые технологии, что-то внедрять, проводить эксперименты, а не застрять в каком-то, мол, вот мы вам дали там 3-5 формочек, вот, и пользуйтесь. И самое сложное для разработки суперапов — это то, что разные пользователи имеют разные привычки, по-разному пользуются этим приложением и имеют очень много запросов к дизайну. Ну, например, я чаще покупаю, там, не знаю, цветы, чем слушаю музыку. Да, суперапы ж не обязательно там только о цветах или музыке. И вот у нас разный пользовательский опыт. Чтобы это все сагрегировать в одно мегаприложение, тут надо постараться, иначе будет очень плохой ретеншн, а мы говорили в самом начале, что для больших компаний ретеншн имеет значение. Как пример, современные суперапы, которые вы пользуетесь и, возможно, не замечаете, это может быть Google, это может быть Яндекс, это может быть Microsoft или Apple с их инфраструктурами. По большому счету, iPhone — это и есть мегаапа, операционная система iPhone, которая позволяет вам делать многое и плавненько все растворяет. Но люди хотят владеть другой суперапой поверх вашего айфончика или андроида. Так что тренд будет продолжаться. И новые игроки появятся на рынке суперап. В каждой стране будет своя мега-супер-пупер апа. Вряд ли кто-то сделает фреймворк суперап. Это не наше десятилетие. В общем, последний тренд из всех трендов, мегатрендов, про которые, опять же, очень много всего уже было, это адаптивный AI. Это не тот AI, который мы загрузили модельку и сидим радуемся, а это AI, который может адаптироваться под новый опыт. Ну, например, робот-пылесос, который сначала пылесосил вам ковры, потом подумал, развился и решил пылесосить вам диваны. Стены, окна, шторы, вот, вас. То есть такой робот, который потихонечку развивается. Вот. Адаптивный AI в этом году будет набирать вообще мегаобороты, потому что, ну, смотрите, ChatGPT пошумел. Значит, туда придут много-много-много волонтеров, инвесторов и всяких интересных ребят, и мы получим очень много всего веселого с AI и не только с адаптивным. Возможно, роботы Boston Dynamics наконец-то выйдут из заперти и захватят весь мир. Кто знает, поживем увидим. А на этом у меня все. Всем пока!